Мне кажется, мы испугали огромное количество подростков, которые любят заниматься сексом без презерватива. Сегодняшние данные не подтверждают этого, потому что COVID-19 не содержится ни в сперме, ни в влагалище. Но при сексе, естественно, люди контактируют, целуются, через слюну он может передаваться. Поэтому либо секс без поцелуев называется, ну, то есть это уже другой вариант. Вот. Но вот таким образом, то есть, а вот все остальное, скажем так, может. Ну, если кто-то, допустим, занимается анальным сексом, извините, тоже может заразиться. Рот. Самое грязное место в человеческом организме. Даже, извините меня, прямая кишка более чистая, потому что там мы находимся в трусах, так или иначе. То есть, вот. Влагалище самое чистое, то есть и половые органы самые чистые, потому что брюки, трусы, там все остальное называется. Почему рот самое грязное? Потому что мы контактируем с внешней средой, мы берем что-то, хлеб берем руками, понимаете, то, что здесь вот находится, и все та флора, все те микробы, которые обитают, они попадают в рот. Но если оральный секс, то, например, там может быть другая флора, не такая, как влагалище, естественно. То есть она может передаться друг другу. То есть член должен быть во влагалище. Когда у людей сексуальный партнер один, то когда, вот, допустим, парень с девушкой начинают заниматься сексом, то, естественно, у каждого из них свои микробы, и они начинают обмениваться этими микробами. И какое-то время может быть какое-то даже чувство дискомфорта в первое время. Но потом при длительной половой жизни, естественно, эти все микробы друг с другом передружились, хорошие вылезли наружу, называется, плохие вымерли. Ну, это, естественно, процесс физиологии. И в итоге у них почти очень похожая совместимая флора, то есть в половых путях. Они могут жить спокойно. А если человек занимается с разными партнерами, естественно, то получается, что у него флора все время перемешивается. И более высокий риск подцепить как и венерические заболевания, но и в том числе не венерические, допустим, вирусы те же самые. То есть, и чем больше половых партнеров, тем больше вирусов люди могут подцепить, понимаете? То есть это очень важно. А они лечатся очень плохо. Доктор, слушайте, а самый необычный способ забеременеть – это что? Сейчас расскажу. Рассказывайте. Запомните два имени. Одно имя называется Борис Беккер, а другое имя называется Анжела Ермакова. Он встретился с девушкой в баре, то есть после какого-то матча там с друзьями пошел. И девушка там раз на него положила глаз, второй раз положила глаз. Я так понимаю, как там оказалось впоследствии, она на него практически охотилась. То есть, вот. Ну и после, наверное, энного количества спиртного там, или что-то еще, то есть она его увлекла куда-то в темный угол, вот, и между ними состоялась близость. Но близость была не, как утверждал Борис Беккер, не в полном смысле секса, был оральный секс. Вот, и спустя какое-то время она говорит, что у меня родился ребенок, вот, твой. Вот, и он отрицал, говорит, у нас ничего не было. Говорит, ну как, у нас все было, говорит. Вот, и она подала в суд на признание этого ребенка его. Ну там, мама не горюй, там была просто фотография этого ребенка, он, Борис Беккер, рыжий. И ребенок точно такой же рыжий был. То есть, ну ладно, фотографии ладно, но потом сделали ДНК-экспертизу. И оказалось, что действительно ребенок его. И потом оказалось, что она каким-то образом эту сперму, которую она получила от тиморального секса, сохранила и вела себя во влагалище. То есть она подловила момент, когда у нее наиболее благоприятные они для того, чтобы на зрение? Нет. А почему должно влиять на зрение? Ну, в принципе, вы знаете, что вредно воздержание. Потому что когда и для мужчины, и для женщины. Потому что если нету секса, то все те процессы, которые должны естественным образом происходить, они затормаживаются. И те сперматозоиды, которые там созревают, они вот в этих придатках яичка, они там сидят и, ну, простым языком перекисают, называется. То есть застойное явление, то есть возбуждение сексуальное есть, реализации нет. Значит, там могут быть потом вырасти какие-нибудь неприятные ощущения типа хронического простатита, аденома простаты и все остальное. То есть регулярное семяизвержение, а уже как вы там и будете его добиваться, сексом или мастурбацией, это уже другой вопрос. Но оно полезно, необходимо. Ну, как вам сказать, главное, чтобы мозолей не было. А запасы спермы неистощимы, да? Нет, неистощимы. Они будут стимулироваться к выработке. То есть, вот смотрите, бывает так, что мы сталкиваемся с проблемой, что мы лечим бесплодие, приходит пара, и им нужно делать ЭКО, и вот мы женщине забираем яйцеклетки, мужчине нужно сдать сперму. Он сдает сперму, там, какой-то
плохое количество сперматозоидов. Как же так? Подвижность низкая. Говорит, ну, доктор, я воздерживался целый месяц. Зачем же, дурак, ты воздерживался целый месяц? У вас там все стояло, извините меня, и обездвиживалось, называется. Вот. А сколько получается, сколько хочется, называется. Я не сторонник того, чтобы заниматься сексом по часам или по календарю, потому что я считаю, что для нормальной физиологии мужчины и женщины, то, что я вам показывал, секс это как раз является неотъемлемой частью жизнедеятельности, потому что у человека, у мужчины и у женщины все заточено на секс, как бы мы ни хотели. Все наши эго, все наши стремления, все наши, скажем так, задачи, мужчины ставят перед собой какие-то грандиозные проекты, все равно это как бы реализация своей сексуальной энергии через что-то. Женщина тоже может говорить все, что угодно, что она хочет быть бизнесвумен, карьера, но самое главное, она хочет быть любимой и рожать детей. Вот и вся история. Она сама об этом не знает, но ее гормоны об этом говорят. Доктор, наивный вопрос. Во время осмотра пациентку можно довести до оргазма? Технически да. Происходило у вас когда-нибудь такое? Нет. У нас нет таких необходимостей, таких манипуляций, чтобы мы доводили до оргазма. Но раньше были методики, скажем так, еще в очень далекие времена, как гинекологический массаж. Он, собственно, для этого был придуман, называется. Для чего? Для того, чтобы, скажем так, размассировать какие-то ткани в малом тазу, чтобы обеспечить в последующем улучшение функции маточной трубы яичников, скажем так. Эта практика была, в какой-то мере она присутствует и сейчас. То есть, поскольку мы врачи, мы очень часто видим женские тела, и, естественно, женщины видят мужские тела, вот, то одного факта лицезрения, скажем так, обнаженного женского тела недостаточно для того, чтобы возникло какое-то сексуальное желание. Должны быть какие-то эмоциональные составляющие, то есть вплоть до интеллектуальной составляющей, какие-то общие интересы, чтобы человек мог друг друга заинтересовать. То есть не только внешнее, но и внутреннее. Ревнует ли ваша жена? Уже устала. А было? Я пошел в гинекологию, мне, понимаете, у меня в телефоне 99% всех контактов это женщины. То есть меня вычислить невозможно. Врачи не любят лечить своих родственников. Почему? Потому что когда ты относишься к родственнику, тебя перебивает твое врачебное мышление, может блокироваться. Почему? Потому что начинаешь вступать в какие-то моменты жалости, и а может не так, а может не надо. То есть если ты относишься немножечко со стороны, то ты принимаешь верное решение. А когда, допустим, твоя жена, дочь или там что-то еще, ты можешь пожалеть лишний раз и сказать, что не так называется. Допустим, я у своей жены рода не принимал. Я отправил ее в роддом, где моя однокурсница не принимала роды. Я в это время гулял с друзьями, мне позвонили, говорят, ты отец? Говорит, так что так рано, я же еще не нагулялся, называется. Звонит доктор из 9-й больницы, говорит, тут у нас женщина в унитаз родила. То есть, как бы так. А в 9-й больнице не было гинекологического отделения, то есть там был хирурги, что делать, привозит скорая помощь, ребенок. Половину перевязали, естественно, ребенок в пеленочке, забрали его педиатры, неонатологи. Женщину на осмотр, женщина такая килограмм 100, глаза круглые. Ну и как? Оказывается, что, вы что, не чувствовали, что вы беременны? Да нет, доктор, ничего, ничего, все такое называется. Так а как же месячные, когда у вас были? Да, доктор, у меня месячные нерегулярные называются. Они раз в полгода бывают, а то и раз в год. Меня долго лечили, я не беременна, называется. Женщина полная, менструация нерегулярная, то есть, естественно, гормональное нарушение, предполагаем так. Понятное дело, что в какой-то из моментов она забеременела. Как же вы, может быть, чувствуете тошноту, может быть, у вас живот рос. Понимаете, я ж поваром раблю, называется. Того кого-то того кого-то. То есть, может, что и заболеть, называется. Ладно. А муж-то, может, что он чувствует, и муж-то. Потом приводит мужа. Мужик, глаза вообще квадратные. То есть они лечились года 3 или 4 от бесплодия. И вот тут за 1 секунду, за 1 час, она не то, что не бесплодна, она ему родила ребенка, практически доношенного, как потом сказали неонатологи, без всяких травм удивительным образом, сама без разрывов, и все хорошо называется. Чудо, чудо. Женщина все-таки существо гормональное, нужно пытаться подстраиваться, знать ее ритмы и понимать, что ее лишние требования сегодня, и лишние какие-то капризы сегодня пройдут завтра, когда у нее начнутся менструации, когда они закончатся, пойдут эстрогены в кровь, у нее все будет совершенно по-другому. То есть, просто тут не то, что прятаться, но просто нужно понимать, потому что и подстраивать свою жизнь, то есть стараться не раздражать ее
какими-то своими мужскими глупыми, такими называется, прямолинейными высказываниями, на что они очень нервно реагируют. Поскольку эти анекдоты, естественно, ниже, скажем так, как сказать, ниже пояса, логично, вот, поскольку область такая профессия, то я постарался отсортировать. Один из самых приличных, звучит так, что представьте себе, что вот мы сейчас смотрели кресло, вот пациентка на приеме лежит на кресле, врач в перчатках ее осматривает, и в этот момент телефон звонит. Он берет телефон, так трубочку так подсоединил, смотрит так и продолжает свою работу. Ой, доктор, здравствуйте, я такая Мария Ивановна, Мария Владимировна называется, мне нужно к вам на прием, я на машине, не знаю, как до вас добраться. А где вы находитесь? Он возле оперного театра. Очень хорошо. Едьте, значит, по Куйбышева, потом сворачивайте на Киселева, потом на Площадь Победы, по кругу на Площадь Победы, на Независимости, до Филимонова, и вы у нас называется. Хорошо, я скоро буду, замечательно. Да, как вы так не больно? Доктор, давайте еще раз с Киселева на Площадь Победы и по кругу. То есть и мужская, и женская физиология, они заточены исключительно на то, чтобы размножаться. И когда мы говорим, что в чем смысл жизни, то смысл жизни уже определен самой природой, смысл жизни размножения. По крайней мере, биологический смысл жизни размножения. Мне кажется, мы испугали огромное количество подростков, которые любят заниматься сексом без презерватива.